Приветствую вас, командира Роталер 3, с вами Тень, и сегодня мы поговорим о самой сильной стороне конфликта в данной игре. Не забудьте данное видео досмотреть до конца, ну и конечно же его оценить, а затем подписаться на мой канал. Немного предыстории. СССР воюет с американцами, или как их называют, союзниками. Почти ничего об этой войне не известно. Известно только, что генсек сбежал, а генерал Крюков и Черденко решают использовать машину времени для того, чтобы изменить прошлое. Ну, тут хотя бы Ленин и в прошлом, и в настоящем есть. Так вот, изменяя прошлое, когда Эйнштейн пропадает, все преимущество Альянса просто обращается в прах. Ну, не все, конечно, но большая часть превращается в прах. Казалось бы, все преимущество на стороне СССР. Но нет. Нет Эйнштейна, нет и ядерных ракет. Простите, генерал? Ну а если ракет не было, значит и Японию не атаковали, и она осталась цела. Так что ждите приход Японии. Вот так и начинается наша знаменитая третья часть Красной угрозы. И если нам преподнесли в качестве третьей фракции Японию, то ее стоит рассмотреть в первую очередь. Так на что же способна империя высоких технологий или империя восходящего солнца? Я думаю, что сначала стоит рассмотреть плюшки, которые нам приготовили. И первым таким тортиком на столе оказался имперский палач, который доступен в компании Японии. Это сделано, чтобы привлечь игроков, ну и, естественно, добавить что-то уникальное, чего не было в первой и во второй серии Реталерта. В принципе, подарок очень неплохой. Воды не боится, бошками все крушит, ногами все топчет, мечами размахивает так, что все лагает. Какое чудище вы умудрились построить? Это была лишь всего вишенка на торте. Осталась основа, причем основа в самом прямом смысле. Развиваются японцы очень необычно, то есть по типу конвейера. Запаковал, отправил и уже на месте развернул нужную постройку. Причем так называемая запаковка идет очень быстро, а вот чтобы развернуть, потребуется чуть побольше времени. Ну и конечно, чтобы доехать, тоже требуется время. Нет, тут не все так просто. Из-за того, что они могут получить слишком много денег в начале, то обогатители стоят гораздо дороже, чем у Альянса и у СССР. С электричеством у Японии тоже проблем нету, потому что такая конвейерная система позволяет им слишком быстро налаживать энергообеспечение. Даже с войсками в Японии проблем тоже нету. И авиации хватает, и пехоты, и техники, и кораблей. В общем, самая сбалансированная, так сказать, фракция. Но некоторые недочеты все-таки есть. Например, защитники у Японии строятся только когда обогатитель есть. Тогда как у СССР и Альянса можно сразу оборонительное сооружение построить, когда готова электростанция. Ну и, пожалуй, самый жесткий минус – это звание худшего ПВО. То есть у Японии худшее ПВО. Но, правда, не во всех сферах. У Японии нету аэродрома, но зато есть юниты-трансформеры, которые помогают сменить свою схему сражения, тем самым нападать неожиданно, либо же уклоняться от атак. Например, Тенгу. Ему не нужно пополнять боезапас, но он слабее, чем остальные перехватчики. Хотя, если речь заходит о боевых ангелах, то это, можно сказать, компенсация в виде уникальной воздушной боевой единицы, которая с очень высокой эффективностью атакует любые наземные и воздушные цели, при этом может еще и парализовывать наземные цели, тем самым с ними можно легко расправиться. Но, правда, боевые ангелы очень непрочные, и их достаточно легко сбить, например, гляфами. Вообще, японцам очень повезло с пехотой. А вот чтобы какая-нибудь там прям захватывающая техника у них была, то тут уже печаль. Ничего такого особенного нету. Хотя, если все взять в целом, то получится уникальность. Причем очень большая. То есть у них хватает абсолютно всего. Они могут вести как оборонительную тактику, так и агрессивную. И это делает их самыми универсальными, но не самыми сильными по некоторым причинам. Но второго места они 100% достойны. Весьма впечатлен. Ну и теперь вы знаете, что из себя представляет Япония. Ну а кому же досталось больше всех? Конечно же, Альянсу. Теперь давайте рассмотрим именно его.
Как уже было сказано, такой замечательный ученый, как Альберт Эйнштейн, попросту испарился, и все преимущество Альянса превратилось в ноль. Теперь им придется восстанавливать свою военную мощь попросту без него. Ничего необычного, как говорится. Но остались лазерные орудия, хамелеоны, добавились бураны и прочее, что помогает победить. С другой стороны, не все так просто, как кажется. Например, Альянсу не повезло с пехотой. Собаки, миротворцы, ракетометчики, шпионы, Таня, которая против техники вообще практически бесполезна. Но все это делает их достаточно агрессивными, то есть ракетометчики могут послужить мини-артиллерией, а миротворцы эффективно борются с пехотой. Да что там пехота, они даже против танков могут сыграть кое-какую роль. Кстати, о технике. Вот с техникой Альянсу реально не повезло. Например, танки Страж показывают самую низкую эффективность среди других двух основных танков. Да, у них есть лазер, но они не умеют ни плавать, ни реквизировать броню. Что в итоге? Ну, в итоге они хотя бы стоят на 50, так скажем, долларов дешевле. Хоть какая-то компенсация. Ну или, например, тот же самый Хамелеон. Он может атаковать только спереди. Да, он эффективен против пехоты и против техники. Может маскироваться, но если его захватит гарпуном тот же самый Апокалипсис, то он ничего сделать не сможет, если не будет повернут, так скажем, лицом к нему. Плюс, Хамелеон это даже не тяжелая техника, а самая обычная. И опять же, тот самый Апокалипсис раздавит 3 таких хамелеона в плюшку. Конечно, не все так плохо. Например, оборонительные сооружения Альянса вполне можно считать лучшими из лучших. Да, конечно, оборона требует электроэнергии, а вот с электричеством у Альянса крупные проблемы. Так что нужно думать очень хорошо. Единственное, что у Альянса идеально, так это флот. Как говорится в игре, имперский флот самый лучший. Нет, ошибочка вышла. Оказывается, флот Альянса гораздо сильнее в плане эсминцев, авианосцев, кораблей на подводных крыльях, волнорезах и даже дельфинах. Хотя вот в чем странность. Да, во второй части тоже были дельфины, но зачем они тут, если они стоят одинаково и гораздо менее эффективны, чем волнорезы? Непонятно. Ну ладно, пусть будут. Что ж, а вот авиации очень сильно досталось. Они слишком зависимы от аэродрома, а вертолеты Буран и вовсе не атакуют. Они только замораживают и делают войска уязвимыми, но никак не повреждают их. Поэтому рассматривать авиацию Альянса бесполезно. В итоге можно сделать вывод, что за Альянс надо играть агрессивно и использовать абсолютно все. Только тогда можно одолеть врага. Да, куча и куча проблем. Играть возможно, но сложно. На второе место они тоже претендуют, как и японцы. Ну что ж, раз первое место никем не занято, значит это будет Советский Союз. Все это было действительно очевидно. Фон, видео, даже Кировы. Все это касается СССР. Это что, Киров? Альянс лишили главного козыря, и все, СССР стал почти непобедим. К слову, у русских есть абсолютно все для победы. Голиафы, которые преследуют любую воздушную цель в любом месте, как на воде, так и на суше. Каратели, которые могут перемещать и пехоту, и технику. В общем, каждый юнит стоит разбирать отдельно. Даже с постройками повезло. Но, правда, не со всеми. Например, с оборонительными сооружениями не повезло. Не повезло с ремонтными дронами. Ну и не повезло с диверсантами. А так, есть абсолютно все. И даже больше. Теперь, я думаю, что вы досмотрели видео до конца и знаете, что из себя представляет каждая фракция. А мое обучение завершено. Я желаю, чтобы вы поставили лайк под это видео и не забыли подписаться на мой канал. Я также желаю, чтобы вы достигли совершенства в ведении боя. Удачи, командир!